Всем привет! Приобрел я родителям кондиционер. Много было у меня осмотрено моделей, в итоге остановился на фирме MDV. В принципе, это современный бренд китайский. Сейчас откроем, посмотрим, что из себя сам представляет кондиционер. Откроем, посмотрим, что из себя представляет блок. Это уже как бы современная серия кондиционеров, в которых используется уже современный Freon R32. Какие его характеристики можно увидеть? Это средний расход электроэнергии в год в режиме охлаждения 411 киловатт. Но нужно учесть то, что мы приобретаем этот кондиционер, чтобы не круглогодично работал, а в какие-то периоды жаркие лета и какие-то прохладные сезонные периоды осенью, когда еще нету отопления. Поэтому по расходам я не думаю, что здесь такие расходы будут за год. Он не будет работать в полном цикле. При охлаждении он потребляет 2,64 киловатта. Ну что тут еще есть? Уровень по шуму звуковой мощности он 35 децибел. Чтобы сказать, что это много, нет. Но чтобы сказать, что это мало, тоже нет. Поэтому уже после установки будем оценивать по состоянию шума в помещении, в комнате. Данная модель, это у нас, сейчас скажу, это внутренний блок. Данная модель MDSK09HRD N8. От 20 до 25 метров квадратных помещения. Как бы, грубо говоря, идет девяточка, семерка, это уже до 20 метров квадратных. Немного брал с запасом. Все, откроем, посмотрим, что здесь внутри и как выглядит блок. Внутри находится пульт управления кондиционером. Не знаю, тяжелый, возможно, идет с батарейками. В принципе, можем сразу его и открыть. Вот так выглядит пульт управления. Две пальчиковые батарейки на 1,5 вольта. Маленькие. Настенный блок. Сейчас мы его извлекем. И документация с фильтрами. Сейчас посмотрим. Уберем в сторону. Что из себя представляет настенный блок? Здесь он у нас вверх тормашками. Вот так вот выглядит настенный блок. Сейчас я установлю и уже разбирать буду со специалистами по монтажу. В принципе, тут понятно, как что щелкивается, но хочется с ними это сделать. Что мы можем оценить? Настенная панель. Не знаю, достаточно, в принципе, на которую крепится сам блок. Два штуцера подключения фреона, я так понимаю, подача и обратка. В принципе, кабель у нас 1,5 метра.
Что мы можем еще здесь посмотреть? Ну, остальное я уже буду показывать при установке. В верхней части имеется грубый фильтр, который пыль задерживает. Так. И, возможно, есть еще вот кассеты со сменными фильтрами внутри. Посмотрим потом, куда они устанавливаются и где они меняются. Вот так он будет выглядеть на стене красиво. В принципе, мне он нравится. Белый, классика. Здесь еще на передней панели будут обозначения температурных режимов. Что еще идет в комплекте к блоку? Помимо документации. Имеется два фильтра, задерживающие пыль, улавливающие большие частицы. Фильтры съемные, моющиеся, в принципе понятно, здесь ничего сложного нет. В комплекте идет две батарейки для пульта управления и переход на слив конденсата. Также имеется крепление на стену для пульта управления. Чем данная модель хороша? Тем, что где будет находиться пульт управления, в нем есть датчик температуры, который, связываясь с настенным блоком, указывает от него, где находится пульт. Такая температура будет учитываться, и блок будет в зависимости от этого либо включаться, либо выключаться. Поэтому можем на стене расположить в дальней части комнаты, и кондиционер будет брать температуру при выборе режима от пульта, который будет находиться в дальней части комнаты. Я думаю, что это удобная функция. Опробую, расскажу более подробно. Ну, опять же, дюбеля с шурупами для настенной фиксации самого внешнего блока. 4 дюбеля, ну, стандарт. Также имеется, опять же, не знаю для чего, конечно, наклейка, которая характеристики нам рассказывает, показывает нашего блока. И инструкция по эксплуатации и монтажу, в которой инструкция, чем немаловажно, на русском языке. Поэтому любители, кто считает, что может сам установить и эксплуатировать, ну, в принципе, здесь все прописано, как и по пультам управления, так и по характеристикам, и по обжатию соединений. Можете попробовать сами. Мы наняли специалиста, и уже буквально через пару дней, когда будет специалист, я еще более подробно поснимаю установку кондиционера и расскажу вам какие-то нюансы. Для себя то, что я почитал в интернете, я понимаю, что должны быть выставляться и уровни слива конденсата, чтобы предотвращать образование плесени внутри охладителя на решетке. Но данная модель, чем ее характеристики еще хороши, есть автоматическая очистка. Внешний блок, в принципе, красиво смотрится. Сразу бросается, что очень хорошая обработка металла. Помимо, наверное, эпоксидного покрытия, есть еще краска глянец, которая предотвращает от коррозии. Внешний пластмасс тоже упругий такой. На обратной панели какой-то есть температурный датчик. Есть небольшое повреждение пластин, загнутость. Ну, допускается. Это еще можно поправить. Не критично. Радиатор без пропусков охлаждающих трубок. Ну, сейчас мы кое-что снимем, посмотрим внешне. Если присутствуют небольшие загнутости, можно их, в принципе,
исправить при помощи, вот я взял пинцет, это в процессе упаковки возможно и относительно их выровнять. Все, чтобы они не ужаты были, чтобы воздух проток был. В двух местах у меня было, но я думаю, это просто пальцем при упаковке кто-то задевает. Все, можно исправить, ничего в этом страшного нет. В правой части внешнего блока находится крепление. Вот эти части могут быть отпрессованы под давлением уже, как я говорил ранее. Опять же маркировка, ну и сам блок. Хорошего качества блок, мне он нравится. Сейчас мы немножко его вскроем, посмотрим на его начинку. Сейчас сниму верхнюю крышку, вот этот доступ, и посмотрим, какой стоит здесь крышка. Наверное, надо повернуть ее против часовой. Такой вот стоит здесь охлаждающий лопасть вентилятор. Стоит керамический привод, бесшумный, такой, на резиновыми уплотнителями. Нет у нас пропуска самих охладителей. Вверху есть радиатор. Ну, конечно, можно было бы его разобрать, посмотреть составляющую. Потому что потом, когда я установлю его на улицу, я уже этого не вижу. Сейчас посмотрю, что аккуратно откручивается. В баку на таких оцинкованных саморезах чем вот даже замечательно сделано, вот стоит саморез и пластиковая прокладка, которая при примыкании к металлу не будет окисляться и не будет давать ржавчину в этой части, чтобы не повредить покрытие, которым оно покрыто. Здесь стрелка, это понятно. Надеюсь. Аккуратно снимается. Имеется шумопоглощающий материал. Здесь вот отсутствуют пропуски барашков. Конечно, трубка не толстая, я бы не сказал, что она сильно толстая. Сверху имеется панель управления кондиционером. Здесь вот подключение питания боковое. Идет шумоизоляция. Ну, я бы еще шумоизоляции, возможно, бы немного добавил. Пропайки вот аккуратные, в принципе, вижу, что... Ну и все тут особо. Есть у меня все-таки желание заглянуть, какой установлен компрессор в данном инверторе. И как бы по вентилятору вопросов нету, вижу, что соответствует и качеству. Потом более детально про него почитаю, может быть, расскажу. Но хочу заглянуть сюда вот еще. Панель должна подняться вверх. Тут как бы немного, около 6 винтов откручивается. Поэтому попробую это сделать. И мы сможем с вами заглянуть на защиту, которая защищает сам компрессор. Все, в принципе, получили мы доступ. Нас интересует здесь вот установлен компрессор. Стоит такая
плотная как бы согревающая шубка, плюс рабочая, работает как шумоизоляция. Куда она там заправлена, не знаю. Так, здесь один провод заземления, сейчас я его откручу. И потом мы его назад, если что, потом прикрутим. Она крепится на липучку. И возможно сейчас все, отсоединил я липучку, потом заправлю. Вот пришита такая липучка. Помимо этого, сам компрессор закрыт какой-то защитной такой материалом. На данном вот охладителе там нету маркировки. Но я надеюсь, что здесь будет что-то хоть написано. Потому что обычно в видео показывали маркировки. Но вот чем минус. Не знаю. Видите, мы не видим маркировки, что это за компрессор. Кто производитель? Я понимаю, что это Китай. Понимаю, что это не подпольное производство. Но почему-то нету маркировки на самом компрессоре. Не маркирован и не прописан, кто это и что это. Как бы это не есть хорошо. Но как есть, так есть. По идее, в других видео я видел, когда разбираются такие блоки, есть маркировки компрессора. Они тоже подразделяются и по мощности, и по производителю. Ну, в данном случае почему-то он покрыт антикоррозионным лаком или краской, как нитрокраской, и не имеет маркировки. Ну, вот это вот мне уже как бы не сильно понравилось. Ну, что поделать, уже приобрели, будем ставить, а там уже будем смотреть. Все, сейчас я зафасовываю все назад. То, что я хотел увидеть, не увидел. Но исполнение неплохое. Все детали вот защищены какой-то дополнительной защитой. Плотная шубка такая вот тоже стоит. Как бы, чтобы компрессор не так сильно шумел. Плюс в дополнение, не знаю, тут хорошая шумоизоляция должна быть. Единственное, что тоже вот блок, я вижу, что он особо не залитый бокситной смолой, как, например, в стиральных машинах. Ну все, как-то так. Сейчас собираю назад. В принципе, по барашкам, как я и говорил, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 барашек. Сейчас, друзья, соберу это назад. Ну и какие-то свои умозаключения предоставлю вам в конце. То, что я своим глазом техническим вижу. Нашел я еще кусок вот шумоизоляции. Вырезал. Сейчас добавлю сюда дополнительно еще немного шумоизоляции, чтобы пусть будет потише. Стала дополнительно шумозащита. Я думаю, она также теплее будет. Поэтому собираю дальше. На передней панели вот есть тоже шумовиброзащита приклеена. И есть пломба контролера ОТК. Как бы проверено 24 года 12 месяца. Передняя панель защелкивается сверху в пазы специальные. И закручивается на саморезы. 9 штук. Ну что, друзья, хочу подытожить по пока вот внешнему осмотру кондиционера MDV модель 09HRD-N8. Порядка до 20 метров квадратных помещений он должен охлаждать.
По блоку вопросов у меня нету по изготовлению. Очень хороший верх. Защита, например, от погодных условий вполне устраивает. Относительно неплохой радиатор. Я бы не сказал, что он худшего качества. Ну, трубки, может быть, могли быть и немножко потолще. Не знаю, какой внутренний диаметр. Ну, посмотрим в процессе эксплуатации. Единственный минус по внешнему блоку это то, что я не нашел маркировки на самом компрессоре. Потому что, по идее, она должна быть, кто производитель. В характеристиках в интернете я видел, что к этим кондиционерам Китай ставит импортные компрессоры Toshiba, японские. Возможно, может быть, что не выкуплена лицензия, либо еще что-то. Почему они закрашены, нет маркировки, для меня это осталось вопросом. По наружнему блоку также красиво все оформлено, сделано. Пульт дистанционный большой с подсветкой, крепление настенное для датчика нахождения температуры в помещении. Ну, посмотрим, установим, как он покажет себя в эксплуатации. Если, друзья, вам такой вот формат видео мой зашел, внизу в описании пропишу конкретно модель, характеристики и опишу немного этот кондиционер. Данный вид кондиционера в 2025 году у нас в Беларуси он мне обошелся порядка 2000 белорусских рублей. Так что, как зарекомендует себя, посмотрим в эксплуатации. Кому понравилось, заходите на канал. До новых встреч. Буду делать другие обзоры других вещей, которые я покупаю на маркетплейсах. И не только. До встречи. С вами был я, Сергей Лашкевич. Удачи. Неплохой обзор получился. Вот так вот просверлили отверстие. Идеально получится. Знаю, что самостоятельно можно установить кондиционер. Я вам скажу, что нужно много специализированного оборудования, в том числе такие вот перфораторы дрели с такими вот длинными удлинителями и алмазными наконечниками, чтобы это все сделать. Так что я считаю, что лучшую установку кондиционеров доверить специалистам. После того, как просверлили отверстие, в принципе, навешивается крепеж для самого внутреннего блока, крепится дюбелями в стену и закручивается саморезами. Главное свойство здесь выставить правильно по уровню само крепление, чтобы не было скоса влево, вправо. Обрезка медной трубы, подготовка трассы. Такое вот приспособление, так что кто хочет сам делать, вымеряете размер, главное не ошибиться. Ну, с медью приятно работать. Еще знаю, что сама вальцовка должна быть ровная, там, да, такого плана, внутренняя фаска как-то снимается. Такой снимается фаска. Самая неприятная работа, наверное, сверлить на улице. Сейчас развальцовываем трубку. В принципе, такой специальный. Ну, это как тормозная система на автомобиле, в принципе. Принцип тот же самый. Там другая вальцовка. Там по-другому, там бортиком вальцуют, а здесь рубком. Вот такая вот красота получается. Ну, тут фасочка должна быть. Вот так вот под уровень устанавливается для наружного блока.
как говорится, собрал на коленке. Происходит развальцовка наружной части медной трубы, автоматический отстрел и дальнейший съем. Покажу, что получилось. Вот такое соединение получается. Зубра нету. Чтобы не было трещин. Можно визуально полезть, чтобы не было трещины. Или хотя бы ногтем. Вкидываем внешний блок накрепления под окном. Вот единственный нюанс, который мне здесь как бы в самом блоке не нравится. Наружные уши идут с отверстием, а внутренние как бы регулируемые. Не знаю, мне кажется, чтобы наружные и внутренние делали под отверстие. Не было, ты зажал, закрутил гайку и зафиксировал. Нету того, что они выскакивают. Какой-то такой вот небольшой нюанс. Прокладывается кабель с сечением жилы 3 на 1,5, медь. Ребята вкинули трассу. Сейчас идет подсоединение фитингов к внутреннему блоку. То есть это вакууматор, который убирает с трассы, вновь установленной трассы, влагу и создает вакуум в системе. Для того, что когда потом пойдет подача фреона, чтобы система, грубо говоря, получается закольцована, прессована. И сколько по времени процесс вакуумации занимает? Все, я понял. Закончили ребята мне монтаж кондиционера MDV. Немного его проверили. Ну, сейчас посмотрим, как он работает. Минимальная температура охлаждения 17 градусов. По шуму я бы не сказал, он бесшумный. На 17 на минимальных почти его не слышно. Легкий шум, который как бы, ну, не мешает моему слуху. Это он, как достигнет 17, он уйдет на более бесшумный режим. Сейчас еще посмотрим, вот, как работает блок. Блок работает настолько бесшумно. Произвели красивый такой монтаж, не по всей стене, аккуратненько смотрится. Мне нравится, молодцы. Вообще очень понравилось, как ребята отработали. Респект им за их работу. Внешний блок не слышно. Вообще очень тихо работает. Спустя буквально 3 минуты чувствуется холодный воздух. Блок имеет обозначение на передней панели температурного режима. Ну и единственный, как бы я бы сказал, минус данного инвертора — это ручная регулировка шторок подачи воздуха влево-вправо. Ну а так холодно, если честно. Все, друзья, такое вот видео получилось. В принципе, что я хочу сказать. Когда-то у меня были мысли, думал, что установить самостоятельно, но увидел объем работы и как это все делается, даже желание пропало. Данный вид работ стоит порядка
450 рублей белорусских, поэтому это не те деньги, за которые стоит самому браться и тратить свое время. Монтаж по времени занимает около 2-3 часов, поэтому цените свое время, заходите ко мне на канал, смотрите видео. До встречи, с вами был я, Сергей Лашкевич. Удачи!